Здравствуйте, дорогие друзья! Давно ничего не выставляла. Прошу прощения, были свои дела. Итак, сегодня хочу вам предложить разобрать такой узор. Именно вот этот зигзагообразный с шишечками. Это одна вставочка. Просто я ее использовала в двух направлениях. И посерединке две петельки перекрещивала. Итак, раппорт одной вставочки 6 петелек. А дальше, в принципе, зависит от вашей фантазии. Если вы хотите, вы можете сделать так же, как у меня. У меня здесь набрано 22 петельки, 2 петли кромочные. И по бокам лицевую петельку провязываю, чтобы было красиво. Итак. Ну и изнаночная петелька у меня тоже здесь набрана, чтобы углубление шло, чтобы было видно очертания. Приступим с первого ряда. В изнаночных рядах все петельки вяжутся по узору. Над изнаночными провязываются изнаночные, над лицевыми лицевые. Итак, первый ряд. Кромочную мы снимаем. Лицевая и изнаночная у меня всегда одинаково вяжется по всему узору. А дальше идет именно раппорт нашего узора. Итак, первую петельку мы провязываем изнаночной. Из второй петельки мы вывязываем шишечку. Вывязываем одну лицевую петельку, потом накид, и в эту же петельку еще одну лицевую петлю. У нас получается 3 петли из одной. Переворачиваем работу на изнаночную сторону. И эти 3 петельки мы провязываем с вами изнаночными петлями. Опять переворачиваем работу на лицевую сторону. Эти 3 петли мы провязываем с вами лицевыми петлями. 1, 2, 3. Снова переходим на изнаночную сторону. И опять эти 3 петли мы провязываем с вами изнаночными петельками. Переходим на лицевую сторону последний раз. И эти 3 петельки мы провязываем вместе лицевой петлей. Вот так. И дальше продолжаем нашу работу. Провязываем одну изнаночную. Следующие 3 петельки мы должны будем с вами перекрестить. Да. Мы изнаночную петельку снимаем. Можно на вспомогательную спицу, можно делать так же, как и я. Снимаю на правую спицу, ниточка перед работой. Дальше провязываем 2 лицевые петли. Переснимаем на левую спицу не провязанную изнаночную петельку. А 2 провязанные лицевые переносим на правую спицу. И провязываем с вами 3-ю петельку изнаночной петлей. Итак, мы с вами сделали уклон вправо. Дальше у нас остается изнаночная. Здесь мои 2 петельки, которые я себе выбрала в узор. Я их перекрещиваю также в правую сторону. Дальше переходим ко второй части. Здесь мы делаем в обратную сторону. Так, мы провязываем с вами 1 изнаночная. Теперь мы должны перекрестить с вами 3 следующие петельки в левую сторону. То есть мы 2 лицевые петельки снимаем, ниточка за работой, провязываем изнаночную сначала, переносим ее направо по задней стороне и провязываем 2 лицевые петельки. Теперь 1 изнаночная, и со следующей изнаночной петельки мы должны сделать с вами шишечку. Провязываем 1 лицевую, накид, 1 лицевую,
Итого у нас получается с вами 3 петельки из одной петли. Переходим на изнаночную сторону, провязываем 3 петли изнаночными петлями. Переворачиваем обратно на лицевую сторону, провязываем 3 петли лицевой. Переходим опять на изнаночную, последний раз провязываем 3 петли изнаночные. И возвращаемся снова на лицевую сторону. Здесь мы должны с вами 3 петельки провязать вместе лицевой петлей. И дальше заканчиваем одной изнаночной петелькой. Это раппорт узора. А дальше у меня идет изнаночная, лицевая и кромочная. Вот первый ряд с шишечками мы с вами закончили. Изнаночный ряд вяжется по узору, как я уже и говорила. Первый раз покажу, остальные разы буду пропускать. Там, где изнаночная петелька, мы вяжем изнаночную. Там, где лицевая, мы вяжем лицевые. Шишечка у нас была с лицевой стороны, значит, она должна быть изнаночная с изнаночной стороны. Дальше лицевая, изнаночная, опять изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночные, лицевые. Вот как у меня узор ложится, так я и вяжу по изнаночной стороне. Шишечка у нас идет на изнаночной стороне, изнаночной петелькой. Дальше все по узору. Кромочные я провязываю изнаночной петелькой. Итак, следующий ряд. Так, лицевая, изнаночная. Это мои петельки. Как у меня, у вас может быть абсолютно по-другому, если вы вяжете в изделии. Очень красиво смотрится на изнаночной глади данный узор. Итак, продолжаем дальше. Нам надо с вами провязать 2 изнаночные петельки. Две изнаночные. Дальше у нас 3 петли. Мы должны их с вами перекрестить с уклоном вправо. То есть мы снимаем сначала изнаночную, ниточка перед работой, провязываем 2 лицевые, возвращаем изнаночную на левую спицу и провязываем ее после 2 лицевых. Дальше у нас идет, в моем случае, 3 изнаночных, 2 лицевых. Здесь тоже должно быть 3 изнаночных, но у нас их 2. Здесь узор вяжется в противоположную сторону. То есть мы должны с вами следующие 3 петельки, вот эти 2 лицевые и 1 изнаночную, перекрестить в левую сторону. Снимаем 2 петельки лицевых, провязываем 1 изнаночную, а потом возвращаем 2 лицевых. Вот таким образом. И остаются у нас изнаночные петельки. Лицевая и кромочная. Вот таким образом мы провязали с вами уже 2 ряда. С нашими шишечками. Итак, изнаночный ряд я пропускаю. Он вяжется по узору. Следующий лицевой ряд. Опять мои первые 3 петли. Кромочная, лицевая, изнаночная. Дальше петли узора. Провязываем 1 изнаночную. Следующие 3 петельки мы перекрещиваем с уклоном вправо. То есть изнаночную мы снимаем. Провязываем 2 лицевых. Потом пропущенную нашу изнаночную петельку. И довязываем оставшиеся изнаночные петли.
То есть получается у нас 4 петельки с одной стороны и одна осталась справа. 4 слева, 1 справа, изнаночные. Теперь в другую сторону. Так, здесь это то, что я придумала, да, мои лицевые перекрещенные. Я их также продолжаю вязать. Теперь здесь левая сторона. 3 изнаночные петельки у нас провязаны, надо сделать еще одну. То есть мы должны перенести с вами. То есть провязываем 3 изнаночных. Следующие 3 петельки мы перекрещиваем. 2 лицевые перед работой. Провязываем 1 изнаночную. Потом провязываем те 2 лицевые, которые мы снимали. Тем самым перекрестили в левую сторону. Теперь у нас получилось, что с одной стороны 4 изнаночной, также и в обратную сторону 4 изнаночные. Итак, здесь у нас остается 1 изнаночная. Дальше, как вы вяжете там свитер, может какой-то у вас другой узор идет, может лицевая гладь, может быть изнаночная, может косы какие-то. Итак, изнаночный ряд пропускаю. Следующий лицевой ряд. У нас с вами осталось по 1 изнаночной петельке со сторон, там где мы берем ее, да, и переносим в центр. Сейчас мы должны еще раз перенести, то есть 3 мои петли, вот они провязаны. Дальше идет раппорт. Берем последнюю изнаночную петельку, переносим ее на левую сторону, перекрещивая с 2 лицевыми петельками. То есть у нас в центре получается теперь 5 изнаночных петелек. Вот. Это последний перекос в правую сторону с этой стороны. Итак, дальше у нас центр. И теперь в другую сторону. Также у нас должно быть сначала 5 изнаночных петель. То есть у нас есть 4 петли. Теперь следующие 3 петельки мы перекашиваем. Господи, сложный русский язык. Переносим 2 лицевые на левую сторону. То есть мы снимаем их перед работой. Провязываем сначала изнаночную, потом 2 лицевых и довязываем ряд до конца. Итак, вот в этом ряду мы сделали уже, получается, полностью перекос в одну и в другую сторону до конца. Теперь мы пойдем сужать его, да, то есть делать как ромбик. Вот он, наш загиб. Вот эту часть мы с вами провязали. Сейчас будем вязать вот эту часть. Изнаночный ряд я пропускаю. Следующий лицевой ряд. Так, первые мои 3 петельки. Вот. Раппорт у нас начинается с 2 лицевых теперь. Мы теперь эти 2 лицевые переносим в левую сторону. То есть мы их снимаем перед работой. Провязываем следующую изнаночную петельку. Возвращаем обратно 2 лицевые петли. Провязываем их после изнаночной. Вот так. Теперь провязываем 1 изнаночную. И из 2 изнаночной мы вывязываем с вами шишечку. Мы вывязывали при помощи накида. Покажу второй способ, как советуют все вязать, но мне она почему-то не очень нравится. Лицевая. Потом из этой же петельки мы вывязываем изнаночную. Возвращаем ниточку назад и вывязываем 3-ю петельку лицевую. Переворачиваем работу. Провязываем 3 петли изнаночными петлями. 2, 3. Переворачиваем опять работу на лицевую сторону. Провязываем 3 петельки лицевых.
Возвращаемся на изнаночную сторону, провязываем 3 петли изнаночных. И теперь мы должны закрыть петельки. Первую петельку мы снимаем, следующие 2 петли мы переворачиваем правой стеночкой вперед, провязываем их вместе за переднюю стенку лицевой петлей и накидываем первую снятую петельку поверх. Продолжаем вязать. У нас осталось с вами 2 изнаночных петельки. Итак, дальше мои центральные петельки. Я их перекрещиваю. Так, теперь мы провязываем 2 изнаночные петельки. Из третьей петли мы вывязываем с вами шишечку. Еще раз покажу этот же способ. Лицевая. Не снимая петлю, мы провязываем изнаночную. И опять же, не снимая петлю, мы провязываем лицевую. Переходим на изнаночную сторону. Провязываем 3 петли изнаночными петлями. Переворачиваем на лицевую сторону, провязываем 3 эти же петли лицевой. Возвращаемся опять на изнаночную сторону, провязываем 3 петельки изнаночными петлями. Переходим на лицевую сторону. Первую петлю мы снимаем, 2 следующие петельки выдвигаем правую стеночку вперед, переворачиваем петельки, провязываем их вместе лицевой петлей за переднюю стенку и накидываем снятую первую петельку на только что провязанную. Дальше вяжем по узору. То есть у нас 1 изнаночная петля, и следующие 3 петли мы должны с вами перекрестить с уклоном вправо. Изнаночную петельку снимаем за работой, провязываем 2 лицевые петли, далее переносим обратно изнаночную петлю, провязываем ее после лицевых и заканчиваем работу, ряд. Итак, мы провязали с вами первый ряд со скосом. Так, изнаночный ряд у нас также вяжется по узору. Шишечки мы провязываем с вами на изнаночной стороне. Изнаночными петлями. Да. Прошу прощения, я оговорилась. В изнаночном ряду шишечки мы провязываем лицевыми петельками, а не изнаночными, чтобы по лицу они у нас были изнаночными. Итак, следующий ряд. Так, первые 3 петли это мое. Дальше идет у нас узор, раппорт. 1 изнаночная. Следующие 3 петельки мы перекрещиваем с вами с уклоном влево. То есть 2 лицевые мы снимаем перед работой. Потом идет изнаночная. Возвращаем 2 лицевые, провязываем их. И остается у нас 3 изнаночных петельки. Вот так. Итак, дальше мои центральные петельки. Здесь, чтобы не запутаться, можете смотреть на одну сторону и уже подставлять ко второй стороне. То есть сначала идет у нас 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. Следующие 3 петельки мы с вами перекрещиваем, то есть в правую сторону. Снимаем изнаночную за работой, провязываем 2 лицевых петли, возвращаем изнаночную, провязываем ее и довязываем 1 изнаночную петельку. Дальше заканчиваем с вами ряд. То есть здесь уже видно, что у нас пошло
пошел скос во внутреннюю часть вязания. Мы провязали эту часть, теперь довязываем до конца. Итак, изнаночный ряд я пропускаю. Встретимся в следующем лицевом ряду. Следующий лицевой ряд. Первые 3 петельки мои, дальше раппорт. Итак, 2 изнаночные у нас идут. Следующие 3 петельки мы перекрещиваем с уклоном влево, то есть 2 петли мы снимаем лицевые перед работой, провязываем 1 изнаночную петлю, возвращаем лицевые на левую спицу и провязываем их после изнаночной. То есть таким образом у нас получилось с вами уже 4 прошу прощения. Таким образом у нас получилось 3 изнаночных петли с правой стороны, а с левой остается 2. Дальше мой узор центральный. Итак, здесь нам надо провязать 2 изнаночные. Следующие 3 петли нам надо перекрестить с уклоном вправо. Первую петельку мы снимаем за работой изнаночную, дальше провязываем с вами 2 лицевых, возвращаем изнаночную на левую сторону и провязываем ее изнаночной. Довязываем до конца ряда. Изнаночный я пропускаю, встречаемся в следующем лицевом ряду. Следующий лицевой ряд. Первые 3 петли это мое. Итак, у нас получилось с правой стороны 3 изнаночных петли, с левой стороны 2 изнаночные петли. Нам надо, чтобы у нас с правой стороны получилось 4 изнаночных петельки. 1, 2, 3. Следующие 2 петли, 3 петли мы перекрещиваем с вами с уклоном влево. Остается 1 изнаночная. И также делаем с другой стороны, то есть в обратную сторону. Провязываем 1 изнаночную. Следующие 3 петли мы должны провязать с вами с уклоном, перекрестить с вами с уклоном вправо. Изнаночную петельку мы оставляем за работой, провязываем 2 лицевые петли, возвращаемся к изнаночной петельке и довязываем ряд до конца. Изнаночный ряд я пропущу. Мы провязали с вами последний изнаночный ряд. Дальше у нас раппорт повторяется с первого ряда. Опять мы с вами вывязываем шишечки с этих сторон, да, и дальше у нас идет переносы уже в разные стороны, то есть не к себе, а от себя. Итак, схему узора я оставлю для тех, кто разбирается, кому не надо объяснения, вяжите сами. Большое всем спасибо за просмотр, надеюсь, что я вам помогла.